Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, осень 2023 года, месяца сентябрь, октябрь, ноябрь. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем. 2023 год – это год адаптаций. Последующие года – это будет год дракона и год змеи. Они не будут простыми, это будет какая-то реструктуризация, возможные перемены, которые вокруг нас, в каких-то обстановках, обстоятельствах, может быть, будут меняться законы. Так или иначе, это на нас будет оказывать влияние. Может быть, какая-то новая среда будет формироваться. Так или иначе, нам придется к чему-то адаптироваться. И вот 2023 год, год кота или кролика, относительно спокойный среди прочих. И поэтому для нас идеальное время построить свой островок безопасности или свою маленькую вселенную. И как раз лето, середина лета, точнее конец июля, август и с заходом на осень формируют вот те события или ту нашу цитадель, которая в последующем нам, как и пригодится, мы себе скажем спасибо, что мы с чем-то определились в этом году, что для себя что-то решили правильно или выбрали правильное направление. И как раз конец августа с заходом на сентябрь у нас будет большой период ретроградности, когда 5 планет, основные игроки в небесной канцелярии, такие как Плутон, Нептун, Сатурн, Венера и еще и Меркурий, они все будут одновременно в ретро-движении. Нас будет что-то, словно пространство, Вселенная, немножко возвращать к прошлому, чтобы мы окончательно, возможно, в какой-то части отказались от того, что мы не можем взять с собой в будущее, как будто, а то, что для нас ценно, оно все равно должно быть как-то изменено в каком-то другом качестве, состоянии. Мы должны это впоследствии применить. И 2023 год он начался с ретроградного движения Меркурия в знаке Козерог. И, кстати, закончится тоже ретро-движением в Козероге Меркурия. И Козерог – это ведь всегда какая-то структура, иными словами, Сатурн. И поэтому, оглянувшись назад в конце года, мы словно проведем для себя самого какой-то баланс, чего мы сумели достичь, добиться, что же мы сумели за этот год отстроить. Так вот, вы как будто, мои дорогие рыбы и рыбки, на осенний период или подходя уже к сентябрю, вы будете хорошо знать, чего вы хотите достичь, в каком направлении вы движетесь. И прогресс вообще-то постепенно ведет к вашей эволюции. И у вас миссия, она такая на осень, совершенно отличная от других знаков зодиака. От Меркурия и Солнца в Деве в сентябре возможны некоторые диссонансы. Но самое главное не отступать перед какими-то осложнениями. Может быть, вы окажетесь в новых условиях. Или вы прочувствуете, что да, действительно что-то меняется. Или действительно ваши какие-то действия, они уже послужили каким-то переменам, которые произошли, и вам потребуется уже какая-то адаптация к новым условиям жизни, или к новому коллективу, или к новой работе. Такое тоже может для кого-то проиграться. И тут самое главное – не делать свой выбор, основываясь на чужом мнении, на чужих взглядах или суждениях. Идти какой-то своей дорогой, доверять своей интуиции самому себе или самой себе. Это будет архиважно. Сохранить свою индивидуальность и очарование, мои дорогие рыбки и рыбы. Я это говорю не просто слова, потому что будет желание, понимаете, согласиться с кем-то. Или где-то по привычке, может быть, чтобы не разжигать какую-то рознь, противостояние, поступиться своими принципами. Так вот, этого делать категорически нельзя. Может быть ощущение, что словно судьба на меня нападает, ставит меня в какие-то подобные ситуации, в которых я был раньше. Но это может происходить в другом коллективе, в другом обществе, в другой стране, на другом предприятии. Именно если раньше вы где-то бы, наступив на горло собственной песни или поступив собственными принципами взамен на доброе отношение или, как мы говорим, абы тихо было, да, то есть мы бы допускали, что для нас более приемлемо где-то спокойствие и какое-то равновесие, нежели конфронтация, то здесь будет важно
Понимаете, себя-то на второе место не поставить, а ставить именно на пьедестале. Это просто мы словно проходим проверку на стойкость и мужество. Где-то мы снова соскользнем в какое-то прежнее состояние или нет, мы сохраним самого себя. Если подобная ситуация где-то будет иметь свойства, значит, вам нужно найти время и проанализировать проблему. Причем проанализировать до той поры, пока вы не поймете, что же это вот вам мешает, или что вот та вот точка, пункт преткновения, когда вы где-то соскальзываете вот на желание уйти от, ну, какой-то, может быть, турбулентности, что вас, как-то не идет в этот резонанс или, ну, что вас тормозит. Может быть, это какой-то внутренний страх, может быть, это неприятие новых взглядов кого-то или какое-то недопустимое поведение человека. То есть вот для вас важно проанализировать, потому что это равносильно, когда мы смотрим своему страху в глаза или сталкиваемся с собственной тенью. Мы не должны повторить какую-то ошибку, и для вас это будет очень важно на последующий период, причем достаточно долгий, потому что когда вы найдете вот этот самый пункт, это будет для вас как эврика. Вы обнаружите, что у вас гораздо больше потенциала, чем вы предполагали ранее. Это как знакомство с самим собой, это вера безупречная в самого себя. Это сделает вас и сильнее, и более стойким. Ваш успех будет заключаться в вашей способности четко определять свои цели, а также ваша способность вовлекать и оживлять ваши мысли и мысли других. Не раскачивайтесь слишком долго. Дело в том, что люди, окружение, оно вокруг, как я уже сказала, оно словно может быть другим. Или, может быть, для кого-то произошли или осенью будут происходить такие изменения, что люди даже вашего привычного круга будут менять свои взгляды и меняться сами. И они будут на вас смотреть и видеть в вас, мои дорогие рыбы и рыбки, лидера. И вот эта вот именно точка отправная, она где-то для вас, как, знаете, замешательство может быть. Для вас может быть это неожиданно. Вы можете чувствовать себя словно в аквариуме, когда есть какие-то ограничения, и в то же время все прозрачно. Меня все видят, всем интересно до моей жизни, всем интересно, что, как я делаю. Значит, у вас есть такая миссия, мои дорогие рыбы и рыбки, быть вдохновляющей силой для кого-то. Вы можете быть вот тем харизматичным лидером, стать им, который по умолчанию лидер. И поэтому принести вот эту миссию нужно будет достойно, даже если вы к этому не готовы. Тут ведь именно идет вариант того, что для вас это может быть как открытие. Вас словно люди будут, знаете, испытывать на ваше дружелюбие, умение говорить какие-то приятные слова, кого-то, может быть, ободрять, но в то же время сохранять ваше видение процесса или какого-то конкретного периода. Вы ведь люди очень интуитивные. Вы, может быть, пару фраз скажете, а это будет настолько в цель, то есть настолько емко, четко, что тут уже нечего как бы добавить, и это в целом тоже будет вот этот лидерский какой-то ореол вам формировать. И это ощущение, что за мной как будто наблюдают, это действительно, оно где-то может быть не только на уровне ощущений, оно так и на самом деле проиграется, как будто от меня чего-то ждут. Но это вас вынудит именно анализировать ваши поступки, ваши мысли. Вам может показаться, что это ерунда какая-то, это мне вот уже может быть мерещится, но на самом деле не гоните от себя эти мысли. И для вас то, что может показаться мелочами в этот период осенний, для кого-то может играть очень важную роль, даже ваши сказанные фразы. Вот такая у вас миссия, мои дорогие рыбы и рыбки. Поэтому себя придется как будто примерить на себя совершенно другую новую ипостась и, ну, как-то с этим смириться, согласиться и себя увидеть в новом качестве. Вот давайте мы узнаем, как изменится моя жизнь.
Может быть, вы сейчас, в конце июля, когда смотрите это видео, ничего подобного даже в голове нет. А ведь оно в эту сторону где-то будет. Вот именно этого харизматичного лидера для вас в эту сторону будут развиваться события. Поэтому нести нужно будет вашу миссию, ну, вот так стоически. Итак, как изменится моя жизнь? Ну, у вас будет как будто человек, который, или, по крайней мере, уделить внимание своей личной жизни. У вас должен быть тот, которому вы доверяете, и тот, который, знаете, с вами. Он для вас и надежный друг. У кого-то это в любви конкретно проиграется. Двойка кубков все же про любовь. Просто здесь не столько страсть идет, сколько доверительное отношение и принятие друг друга без слов. Да, когда мы понимаем даже, без единого слова. Вот такой человек для вас в жизни будет очень важен. Поэтому если он уже есть, значит, уделите внимание этим отношениям. А если у вас такого нет, вполне вероятно, вы еще с ним познакомитесь. Для кого-то это будет означать переезд. Вы окажетесь действительно в новой среде какой-то и с новыми условиями, может быть, с новыми правилами жизни. Может быть, это новый коллектив какой-то будет, но для вас это открываются совершенно новые перспективы. И знаете, по сути ведь ваша позиция очень стабильна, и все под контролем. И вот важно это удерживать и продолжать в том же духе. Ничего не сделаешь просто так. Не сделаешь просто так. Вы должны как будто предвидеть на пару шагов вперед. Есть момент по принцессе мечей, извините. Это карта про образ Медузы Горгоны, которая, как известно, пострадала из-за своей доверчивости где-то и наивности. А все это произошло из-за зависти. Поэтому могут среди прочих в коллективе вас окружающим находиться и те, которые будут завидовать. Где-то могут вас провоцировать на какой-то разговор или вывести вас пытаться как будто из равновесия эмоционального. Не поддавайтесь на такие уловки и будьте прозорливы и внимательны, будьте магом и волшебником. Умейте предвидеть, умейте просчитать, что думают люди. У вас это точно получится, потому что придется где-то сохранять марку, не подставлять себя под удар. Ведь по принцессе мечей как будто мы можем оказаться в той обстановке, даже пусть мы там были долгое время или для нас все знакомо, а здесь что-то может пойти не так. Может быть даже в обстановке какой-то подвох. Или те люди, которые нам казались, что мы их знаем, они нас могут в какой-то кульминационный момент подвести. Поэтому мы не должны рассчитывать, надеяться на кого-то, не слушать чьих-то пространных обещаний. Поверьте, это потом мы можем об этом пожалеть. Ну, конечно, тут у кого как получится, но сами себе беречь мы точно обязаны, чтобы не повторилась какая-то разочаровывающая ситуация в прошлом. Вот, видимо, если мы говорим, как кармические уроки мы проходим, и для вас, вот, видимо, где-то как переход, может быть, из августа в сентябрь, сам по себе сентябрь, когда выход планет из ретро-движения, там много планет будет постепенным. И для нас это, знаете, как мы, как дежавю какой-то проходим прежний урок, нам словно в заключении какого-то жизненного этапа могут заново повторить, насколько же мы стойки и мужественны, насколько мы правильно какой-то урок прежде выполнили, осознали и теперь готовы к тому, чтобы не повторить, не обновить какую-то ошибку. И нам важно закрыть дверь в прошлое. С одной стороны, нам нужно быть очень внимательному, с другой стороны, не верить обещаниям, не надеяться ни на кого, но и не пользоваться еще какими-то методами, как раньше. Для вас будет важно даже отстроить себя, как вот вы позиционируете, все как будто по-другому. Новый имидж, я бы сказала так. Какие события вас ожидают? Придется учиться. Придется, может быть, учиться, ведь по этой карте как раз кармический где-то урок или экзамен мы сдаем и переходим на новый уровень. А для кого-то буквально экзамены сдаем и учимся, и, может быть, курсы, может быть, еще какая-то учеба у вас, совершенствование по профессии, да все что угодно. Но есть то, что нам как будто нравится этим заниматься. Это раз.
за вдохновением и упоением. С другой стороны, все знания, которые мы приобретаем, мы в последующем их как будто переложим на какие-то финансовые рельсы. Все-таки у нас финансы, правда, тройка пентаклей. Мы в последующем применим на практике, и для нас это будет как новые должности и новый уровень заработка, новые финансовые возможности. Учиться, видимо, быть открытым миру для вас это не просто интересно, но еще и полезно в плане финансов. Какие еще у нас ожидают события? Может быть, будет человек, который будет вас поддерживать, который рожден под знаком зодиака, стихии, Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или есть такой человек, может быть, это ваш близкий человек, который, ну, тоже где-то вас и понимает, и ценит, оказывает вам всяческое содействие. С другой стороны, если мы берем энергетику этой карты, королева Пентаклей – это та, которая из хаоса создает порядок. И вот и вы где-то из какой-то турбулентности будете отстраивать свой мир, свой райский сад. И наши планы, наши идеи, они должны быть воплощены в жизнь. И как раз королева Пентаклей, сначала у нее в ментальности какой-то план, а потом она его превращает в реальность. И мы будем где-то заниматься тем же. И наша тогда жизнь превратится в какой-то стабильный порядок. И превратится, может быть, в наш уютный уголок, уютное гнездышко, да, или вот в эту цитадель надежную, которая укрыта от каких-то бурь житейских, или от каких-то изменений, которыми мы потом в последующие годы можем столкнуться. Каковы еще события? Ну, наверное, вот смотрите, одна карта напротив другой выпала. Принцесса мечей. И мы сказали, что нельзя быть наивному, нельзя быть доверчивому. Здесь нет, все-таки более холодной энергии, все рассчитать, просчитать, прислушаться к интуиции. Вот что для нас важно. И еще нам карта добавляет не одеть какие-то розовые очки. Не подумать, что как-то оно пройдет, прокатит или как-то решится само. Все-таки нет, от наших непосредственных действий или бездействия будет формироваться качество жизни. Поэтому будьте внимательны, держите руку на пульсе. Видимо, будут какие-то предложения, может быть, вас будут проверять, знаете, какие-то мутные сделки вам могут предложить. Для кого-то это может быть еще какие-то предложения, а нам как будто в эту сторону не нужно. Нам нужно выбрать одно направление и буквально по нему следовать. И дальше у нас выпадает карта силы. И это как карта мага, особенно в этой колоде. Я не случайно сказала маги и волшебники. И ведь это карта серого кардинала. Девушка слабая, хрупкая, воздействует на льва. Почему? Потому что он не чувствует агрессии. Вот и вы тот харизматичный лидер, который, как эта девушка, незаметно где-то исподволь. Пусть за вами наблюдают, пусть на вас, может быть, даже хотят равняться. Ну, значит, вы тогда должны быть примером. И, значит, вот есть какая-то в вас составляющая вашего характера, которая будет оценена окружающими. Но тут, скорее всего, с позиции где-то больше мягких энергий. Назовите это хорошо, манипуляциями, но о них же никто не догадывается. О них знаете только вы, мои дорогие рыбы и рыбки. И это вам придает практически как и неуязвимость, так и особенную силу. Как изменится моя жизнь? Какое-то будет важное решение принято, или, может быть, какая-то новость. Это может касаться, кстати, у нас первая карта как раз была на любовь, отношения и по поводу ваших отношений с конкретным человеком, по поводу вашей любви. С другой стороны, это может быть какая-то информация, или вы что-то примете, какое-то тоже, может быть, соломоново решение по поводу обстоятельств, которые будут вокруг вас. Но это как будто подразумевает все-таки у нас туз мечей и меч обоюдоострый, и это подразумевается, что мы от чего-то откажемся. Может быть, вы окажетесь на как развилке судьбы, или вам придется делать какой-то однозначный выбор, но тогда от него будет зависеть ваше благополучие. Все-таки у нас меч показан, и он коронован, но отстраиваем свое какое-то последующее далекое будущее, хотя ведь тут может быть и просто какая-то новость, но значит она тоже будет для вас побудительным мотивом к чему-то. Как изменится моя жизнь? Луна. Ну, как и интуиция, так и мудрость вам не занимать, кстати, и это будет ваша сильная позиция. В тех, может быть, ситуациях, где для кого-то может показаться сплошной мрак и темнота, вы интуитивно будете знать, как правильно поступить. И, может быть,
не раз самому себе или самой себе скажете спасибо от того, что не ввязались в какое-то дело, не стали участвовать в каком-то споре или сумели обойти острые углы. А для кого-то из вас, может быть, ваше отношение, вот как вы в себя, допустим, в социуме, да, проявляете, так вот по-доброму, или если у вас спросят ваше мнение, то вы, это не обязательно, что мы наше мнение говорим. Это значит, что человек хочет услышать от нас какой-то совет. И я могу предположить, по карте Луна к вашим советам будут прислушиваться. Но для вас будет важна вот именно ваш какой-то уголок безопасности. Почему? По Луне проигрывается наш дом, тепло домашнего очага или то место, где мы приходим отдыхать. Вы можете обустраивать какой-то вот свой угол или дом, усовершенствовать что-то, чтобы вам там было наиболее комфортно. И значит, какие-то действия вы будете предпринимать. Но с учетом туза мечей вы можете изменить какое-то направление, вы что-то можете изменить в плане проживания своего, и такое тоже для вас может проиграться. Будьте внимательны, правда, слушайте интуицию, как изменится моя жизнь. Вы можете начать какой-то проект практически с нуля. Вам могут что-то предложить в течение осени, и вы знаете, следует соглашаться. С одной стороны, у нас будет поддержка. Когда выпадает принц Пентаклей, всегда идет человек, находится как будто, который нас поддержит, как и, допустим, в продвижении нашего дела или нашего проекта, или поможет советам, как что-то организовать, лучше сделать, правильнее, быстрее, оформить, ну, все что угодно. Так и нас может кто-то поддержать финансами. Может быть, для кого-то это важно. То есть у нас будет какая-то поддержка, но часто это наш проект, который на долгие годы, десятилетия. Вот это, наверное, как по Плутону, который будет в Водолее в 2024 году окончательно. И нам это принесет и популярность, и известность, и изобилие, и процветание. Поэтому вы можете чем-то начать заниматься, что в последующем вы разовьете, продолжите, и для вас как дело всей жизни станет. Может быть, с учетом того, что карта Луна, кто-то из вас начнет изучать, кстати, психологию или что-то такое, вот как из области рационального, и вы добьетесь популярности, мои дорогие рыбы-рыбки. Ваши вот все области, которые где-то близки с психологией, для кого-то из вас может осенью быть шикарный старт. Можно эту психологию применить, но очень ко многим сферам жизни. Вот подумайте, если кому-то это интересно, определенно, с учетом еще тем более карты сила, это, знаете, как ваша позиция будет. А вот, наверное, как по Хирону. Хирон — это у нас кентавр, израненный целитель. Так вот и вы, как израненный целитель. И, наверное, вот общество или окружение в вас его могут увидеть. У вас какая-то миссия удивительная. Как изменится моя жизнь. Ну, если мы после принца Пентаклей, король Пентаклей, это, знаете, стабильность, надежность. Это может быть, опять же, и человек, рожденный, как я уже говорила, под знаком зодиака, стихии Земли или имеющий асцендент, или просто друг, или знакомый, или человек как поддержка. Может быть, влиятельный человек, который создал себя сам, который как раз вам и будет содействовать. Такое тоже может быть. Ну и для вас-то это тоже обещает где-то изобилие, процветание и хорошее продвижение вот именно вашей как будто какой-то миссии, вашего дела жизни. Здорово. Давайте мы теперь, мои дорогие рыбы и рыбки, на 3 месяца разложим сентябрь, октябрь, ноябрь. И мы с вами узнаем, достанем 3 карты помесячно, а после на колоде Таро Висконти Сфорца раскроем каждый месяц по энергиям, по основным сферам жизни. Как для вас видят карты, ну, по крайней мере, направления энергетические узнаем. Итак, сентябрь, октябрь, ноябрь. Что нас по делам, работе, бизнесу в сентябре ожидает? Что по финансам? И что в личной жизни? Октябрь. Дело, работа, бизнес.
финансы и личная жизнь. И ноябрь – дело, работа, бизнес, деньги и личная жизнь. Что в сентябре? Праздник после победы. Ну, наверное, какие-то итоги вы подведете, как-то вы адаптируетесь к любой ситуации и сделаете правильные для себя, примите как решение, выводы. Все одним словом подметите. И это ваша прочная позиция. Тут как 4 столпа. И вообще это жезлы, дела, работа, бизнес, деньги. Значит, где-то вот эти сферы, когда вы не просто останетесь довольны, а праздник есть какой-то. Какое-то дело у вас состоялось, получилось. Какие-то приложенные усилия уже не пропали даром, а конкретно есть результат. И есть по этому поводу праздник. Прекрасно. Дела, работа, бизнес. Но могут быть какие-то задержки, отсрочки, или вы можете себя чувствовать, как я, в каком-то замкнутом пространстве, или могут быть какие-то диссонансы, опять же, когда, да, я сказала, словно в аквариуме есть вроде ограничения, то есть я, ну, не могу развернуться, и в то же время на меня все смотрят. Вот такое состояние, оно может быть и связанное, может быть, по делам, по работе, или что-то вы будете согласовывать, может быть, какие-то объективные ограничивающие факторы могут быть, или есть определенное, знаете, как положение, когда какой-то вопрос не решился, может быть, быстро документально, и вам приходится что-то подождать. Часто ведь это старший аркан, нам могут говорить, что обстановка, в которой вы будете находиться, она просто на вас будет оказывать влияние и, может быть, ну, как-то формировать, может быть, ваше поведение или накладывать вот какие-то, словно, обязательства или какие-то ограничения. То есть, ну, вот они есть. Мы тут чего-то не сможем изменить, но, с другой стороны, мы не должны себя чувствовать в роли жертвы. Для нас самое главное не согласиться на то, что неприемлемо, или не попасть на какой-то крючок, не зависнуть в этом подвисшем состоянии, а только на время, может быть, где-то так вот привести мысли в порядок. Может быть, посмотреть на что-то с другого ракурса, увидеть проблему как-то по-другому. Это все то, что я говорила в самом начале видео. И тогда у нас человек как будто танцует. Он словно в двери выходит. Вот будьте внимательны. Что у нас по финансам? Карта Луна. С другой стороны, ведь по Луне, это если мы говорим, знаете, может быть какая-то оплошность, это на финансы, потратить больше денег, чем того следовало. Поэтому слушайте где-то свою интуицию. Нам по Луне может захотеться как-то обустроить свое пространство. И поэтому в связи с этим могут быть конкретные траты. Но прислушивайтесь к интуиции. Вы должны исключить по финансам, я в целом скажу, всяческую возможность риска. Но это старший аркан, и значит такая может быть обстановка, когда, знаете, нужно быть рачительным хозяином, чтобы себя вот в какой-то тупик из-за финансов словно не загнать. И не быть потом вот в таком зависимом состоянии. Вам это будет для вас, по крайней мере, важно. А для кого-то из вас все-таки у нас выпадает карта праздника. Это как раз может означать, что вы правильно, благодаря интуиции своей, распорядитесь финансами или решите какие-то вопросы, и это будет означать окончательный выход из тупиковой ситуации. И здесь у каждого немножко по-разному. Личная жизнь. Может быть, мы столкнемся с человеком, или он будет какое-то влияние на нашу жизнь, вопросы оказывать, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Или есть какое-то взаимодействие. Может быть, это ваш партнер или какой-то знакомый. Ну, кто бы это ни был, у кого-то не проиграется конкретная персона. А нам карты говорят, не будьте многословным, не рассказывайте о себе. Потому что королева жезлов умеет хранить тайны свои и чужие. И, видимо, о своей личной жизни не надо ничего рассказывать. О самом себе точно не рассказывайте много. Мы уже говорили, что за вами словно наблюдают. Вот оставайтесь где-то загадкой. Вы будете словно магнит.
по этой карте именно идет это значение, что человек обладает магнетизмом, с ним хочется говорить, ему хочется рассказать про свои, может быть, проблемы, про свои тайны. И вам могут люди приходить, рассказывать про свои тайны, про свои проблемы, вам могут плакаться в жилетку, вам могут еще что-то свое доносить, а вам, как третейскому судьи, придется это все прослушивать. Может быть, вы какие-то советы будете давать, вполне вероятно, вы люди очень мудрые, интуитивные, и это где-то вот очень сопряжено с вашей словной миссией. Но мы никому ничего не рассказываем, мы просто умеем хранить тайны и сохраняем вот эту харизматичность. Видимо, вот эта ваша притягательность, она здесь где-то в сентябре может проявиться, и вы сами это обнаружите. Но я вижу, что вы решите все вопросы. Точно решите. Октябрь, посмотрите, приятное общение. По шестерке кубков это, в принципе, какая-то дипломатия, диалоговая форма. Что у нас есть люди, которые к нам искренне именно относятся. У кого-то может быть дружба такая теплая, надежная. А нам о себе могут родственники напомнить, помочь чем-то. Может быть, у кого-то вопросы наследства станут на первый план. Такое тоже вполне вероятно. Но, в принципе, это карта взаимопонимания и доверительных отношений, и возможности со всеми договориться. Дела, работа, бизнес. Работай, у тебя все получится. Одна из лучших карт колоде на работу и на деньги. Когда мы себе поставили какую-то цель, мы к ней идем, мы знаем, что мы будем делать. Мы знаем то, чего мы делать точно не будем, и мы где-то на правильном пути. Вот и вы как будто здесь решаете все вопросы, и вы на правильном пути в октябре. И деньги, как будто сразу нам говорят, деньги будут. Но тем не менее на финансы, посмотрите, императрицы, это может быть у вас и человек есть такой, который будет вам помогать или как-то, опять же, содействовать в чем-то. Но это ваша энергетика, как императрица, это карта власти. Но власти добрые. Это где-то ваша миссия. Мудрая, добрая миссия. Но в то же время есть ваше лидерство, мои дорогие. А значит, есть и власть. Вообще, эта смена статуса для кого-то может означать коренные какие-то перемены в вашей жизни. Пусть это выпало на финансы, неважно, но у нас рядом и восьмерка пентаклей. Поэтому для кого-то через ваш труд, через ваши знания, через ваши какие-то умения к вам приходит признание. Вас как-то люди будут выделять. Вот все, что я до этого говорила, ваш статус, вас самих, вашу личность, вашу персону, она как-то будет отмечена. Это точно. И это для вас откроет огромные возможности в личной жизни. Самое главное будет не вступать в какие-то споры. Будут люди разные, будут люди, которые и лояльны, которые вас понимают, а будут и с дурным характером. Этого вы не избежите. Будут какие-то конфронтации, кто-то может и козни какие-то строить, или пытаться вас зацепить, вывести на какую-то эмоцию. А держитесь сторонним наблюдателем, будьте магом и волшебником. Не включайтесь в те вопросы, которые вам не нужны. Сначала проследите, может быть, дайте ситуации развиться так, как должно, а потом сделайте выводы, потому что вам придется сохранять как свое доброе имя, как свой статус, а как какие-то возможности, может быть, заработка, последующего продвижения, так и финансов. Вы сами, ваша личность и то, что вам дорого, для вас в приоритете, а людей вокруг вас будет очень много, и всем вы хороши не будете, но делать это лояльно, красиво уходить от тех ситуаций, которые вас самих могут в последующем поставить в какой-то подобный тупик. Ноябрь. Опять же, какие-то возможности, хотя тут может быть и какая-то новость, которую вы не измените, но чаще это карта шанса, значит, вам что-то могут предложить, это может касаться по работе, или вы сами, как инсайд, да, вы выводы какие-то можете сделать или принять какое-то ответственное решение, но часто это новости и информация нас словно побуждают или подталкивают к этому решению. Дела, работа, бизнес, наверное, это карта бланка у каждого здесь по-своему. И события, видимо, будут, или задачи у каждого какие-то свои, и вы просто будете ими заниматься. Но как будто известие или работа с информацией, как будто на что-то надо откликнуться будет сразу или принять во внимание как минимум, это точно. А что по финансам? Но вы останетесь финансами довольны, как новые проекты или новые способы заработка. Для кого-то из вас
вопросы, связанные с вашими детьми, хотя чаще это вопросы и личной жизни, вполне вероятно. Может быть, ваши близкие вас чем-то поддержат. Но в целом карта вдохновения, карта мечты, карта приятных эмоций у вас на финансы. И значит, в целом на финансы проблем в ноябре не предвидится. Где-то все идет своим чередом. А вот дела здесь у каждого по-разному, по-своему. И нам еще раз выпадает, обратите внимание, рыцарь Пентаклей — это как раз то значение, проекта где-то продолжается, но в больше такой с ускорением. То есть вы с чем-то, я так могу предположить, в ноябре можете по поводу своей деятельности, работы, дальнейшего продвижения, ваших интересов на долгий период времени, вот то, что мы смотрели в раскладе, как изменится моя жизнь. Вот здесь как будто что-то вырисовывается, делается более конкретным, или у вас будет выбор, может быть, среди каких-то предложений, может быть, не одна какая-то новость, а несколько событий, которые перед вами открывают новые перспективы. Перспективы, мои дорогие, долгосрочные. А у кого-то это будет связано еще с поездкой, с переездом или с приездом человека к вам. Но так или иначе, какой-то прогресс по вашим делам, он тут определенно наметится, причем с какими-то новыми возможностями. И в целом месяцем вы останетесь довольны. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.